Коллеги, здравствуйте! Наша сегодняшняя тема – это быстрый запуск. В этой теме мы с вами рассмотрим, как разворачивается у нас виртуальный образ, как мы подключаемся к веб-консоли и какие необходимо сделать первые шаги для настройки самого юзергейта. Итак, все дело начинается с того, что мы сначала скачаем образ. В моем примере я буду использовать виртуальную систему VirtualBox. Тут по большому счету немного зависит от гипервизора. Но, тем не менее, я использую VirtualBox и в частном примере будем рассматривать ее. Для этого мне необходимо скачать OV-файл в Image for VMware. Это, собственно говоря, вот у нас этот файлик, он доступен у нас в личном кабинете. Скачиваем. Ну, я уже немножечко заранее позаботился. Я его скачал. Вот таким вот образом выглядит у нас данный файл. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо, во-первых, извлечь его, распакуем. Сейчас пройдет распаковка. После того, как мы его распаковали, мы импортируем саму конфигурацию. Выбираем файлик, выбрать. Дальше настройки оставим по умолчанию. И импортируем его. Заимпортировали. После того, как мы его импортировали, необходимо сделать дополнительные настройки. То есть настроить сеть, указать, может быть, у вас есть какие-то специфические настройки, да, относительно вашей сети. Я же буду использовать вот такие. Так как у нас юзергейт будет попадать в одну подсеть, я решил сделать немножечко по-другому. Здесь я поставлю NAT. И для того, чтобы симулировать, скажем так, вариант, когда у нас менеджмент зона находится там, где у нас нет интернета, я немножечко сразу сделаю преднастроечки. Все остальное мы оставляем по умолчанию. Ну, единственное, еще один интерфейс, который в будущем у нас будет находиться в зоне Trusted, мы его закинем во внутреннюю сеть. Окей. И, собственно говоря, запускаем машину виртуальную. Так, показать. Независимо от того, виртуальное это решение, либо это программно-аппаратный комплекс, при первом старте юзергейт всегда будет делать factory reset. Собственно говоря, вот он у нас произошел. Точнее, не произошел, а происходит. Нам остается ждать до того момента, как загрузится и сам юзергейт. После того, как у нас загрузился юзергейт, мы всегда будем видеть вот такую вот в CLI страницу приветствия, где нам будет предложено перейти вот, собственно говоря, по этому IP-шнику, да, вот на такой порт, для того, чтобы попасть в саму веб-консоль. Что ж, давайте перейдем. После того, как мы перешли на саму веб-мордочку, да, здесь у нас говорится, что у нас самоподписанный сертификат, принимаем риски. И вот мы попадаем после того, как мы перешли по тому IP-шнику, у нас, собственно говоря, встречает вот такая вот страница приветствия. Это, так скажем, первая инициализация юзергейта, где мы выбираем, какой язык мы будем использовать операционной системы. Да, давайте выберем русский. Дальше мы выбираем часовой пояс. Ну, так как мы находимся в Москве, я, собственно говоря, выберу обязательно Москву. Данный часовой пояс в первую очередь предназначен для того, чтобы журналы и отчеты отображались именно в вашем часовом поясе. Время самого сервера у нас всегда будет в формате UTC. Так, продолжить. Ознакомливаемся с лицензионным соглашением. Принять. И вот на этом моменте я считаю, что необходимо уделить немножечко больше внимания. Именно здесь вы задаете корневого системного администратора, который может управлять юзергейтом. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был другой логин, в отличие от админа, да, то здесь самое время данный логин придумать. И также установить пароль первичный. В дальнейшем пароль этот, собственно говоря, можно будет поменять, включить более усиленные правила пароля, ну, политик для паролей. Но мы сделаем здесь по простому пути, мы просто установим пароль по умолчанию. И после чего мы нажимаем старт.
После этого мы попадаем, собственно говоря, в раздел Dashboard, где мы можем посмотреть небольшие характеристики того, как ведет себя система. Но нам переходим в настройки. И первым, что необходимо сделать, это выпустить UserGate в интернет для того, чтобы пройти регистрацию. Итак, что для этого необходимо сделать? Нам необходимо перейти в сеть интерфейсы. Вот сейчас мы видим, что у нас настроен только менеджмент порт. Нам необходимо настроить как минимум порт, который смотрит в зону интернет. Я буду использовать зоны те, которые у нас используются по умолчанию. Я заранее подготовился, я знаю, в какой порт у меня воткнут интернет. Это у меня порт номер 2 в нашем случае. Вот он. Все, что мне необходимо сделать, это просто включить данный интерфейс. Так как я знаю, что у меня в этой локальной сети, где вот я нахожусь, у меня есть DHCP сервер, я должен автоматически получить IP-адрес для UserGate. Поэтому включаем, переходим в сеть, выбираем DHCP, нажимаем «Сохранить» и сейчас нажмем здесь «Обновить», и мы должны получить IP-шник. Вот, собственно говоря, мы получили IP-адрес. После того, как мы получили по DHCP IP-шник, убеждаемся, что у нас также получен был шлюз для выхода в интернет. И теперь необходимо настроить DNS-сервера. Для этого мы просто в качестве системного DNS давайте добавим DNS Яндекса. Так. Теперь нам необходимо, мы уже произвели все необходимые минимальные настройки, теперь можно приступить к регистрации самого юзергейта. Для этого давайте проверим наличие интернета. Можно перейти в диагностику и мониторинг. Сделаем пинг на какой-нибудь сайт с интерфейса, который смотрит в интернет. И давайте, например, попингуем, допустим, сайт ya.ru и заодно проверим, работает ли у нас DNS. Нажимаем «Старт». Да, отлично, связь с интернетом есть. Теперь, чтобы зарегистрировать UserGate, необходимо нажать вот сюда и заполнить всю форму. После того, как мы заполнили форму, мы видим, что у нас версия зарегистрирована. Дальше мы можем посмотреть в дашборде, что да, у нас есть лицензия, зарегистрированная версия. Теперь нам необходимо скачать обновление. То есть мы сейчас видим, что никаких обновлений, например, по срезобнажениям, вторжениям у нас нет. Все, что для этого необходимо сделать, нужно просто нажать на кнопочку «Проверить обновление», и через какое-то время все это дело скачается. Дальше. Для того, чтобы наши локальные пользователи смогли выйти в интернет, мне необходимо настроить, собственно говоря, свою локальную сеть. В моем случае локальные пользователи будут использовать UserGate как шлюз по умолчанию. Для этого я перехожу на сетевой порт 1. Данный порт у меня смотрит локальную сеть, включаю его. В своей локальной сети у меня DHCP сервера нету, поэтому мы IP-шник пропишем руками. Итак, я говорю, что у меня локальная сеть имеет вот такой вот IP-адрес, будет UserGate в локальной сети иметь, вот с такой вот маской. Делаю «Сохранить», «Сохранить», и у нас порт, который смотрит локальную сеть, запустился. Дальше. Также мне необходимо настроить правила межсетевого экрана, потому что по умолчанию у нас включено блокировать все. Минимальные правила, которые необходимо мне включить, являются правило номер 4, которые говорят allow trusted to untrusted, то есть разрешить прохождение трафика из зоны trusted в зону untrusted. Я это правило просто включаю. Дальше, так как я собираюсь нотировать трафик, мне необходимо также в NAT и маршрутизации как минимум включить правило номер 1, которое говорит, что весь трафик, который идет из локальной зоны trusted, идет в зону untrusted, необходимо производить NAT. Включаем данное правило. Дальше. В правилах фильтрации контента ничего вносить пока что не буду. Моя самая основная цель — это просто выпустить локального пользователя в интернет. В правилах фильтрации контента правило «разрешить все». Это все минимальные настройки, которые необходимо сделать на UserGate для того, чтобы выпустить локальную машину в интернет. Теперь давайте, собственно говоря, проверим. В качестве теста я буду использовать машинку на Linux. Давайте проверим, какие у нее сетевые настройки. У нее IP-шник 10.10.0.8.
она находится в той же самой подсети, что и локальный IP-шник 10.10.0.1, то есть мы для этой виртуальной машинки являемся шлюзом по умолчанию. Я имею в виду, юзергейт для нее является шлюзом по умолчанию. Теперь давайте попингуем что-нибудь. Давайте попингуем, например, DNS Яндекса. Пинги проходят. Давайте проверим ya.ru. Сделаем пинг на ya.ru. И, собственно говоря, тоже пинги проходят. Вот таким вот нехитрым образом, буквально в несколько кликов у нас настраивается весь юзергейт. Ну, на этом все. Желаю всем всего хорошего. До скорых встреч.